Всем здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал, с вами Николай. И этот потрясающий экземпляр антуриума кларинервиума, который я сегодня буду пересаживать, и параллельно немного расскажу об его уходе, в целом как за ним ухаживать. Да, я давно смотрю на это растение, много изучал, у многих друзей он есть. Я всю информацию собрал, да, из уст, так сказать. Я обычно даю информацию о растениях, которые сам пересаживаю, которые я уже много занимаюсь времени. Но вот это растение новое для меня, но оно мне как родное уже. И живет какое-то время у меня уже. Пришло время пересадки. Поэтому я подобрал ему горшок. Горшок я решил взять побольше. Знаете, кстати, такая проблема. Часто мне говорят: Николай, вы берете сильно большие горшки. Визуально они кажутся реально большими, но они не такие большие, как они кажутся. Во-первых, у них там есть часть горшка, как я не знаю показать, то есть она приподнята, да, то есть примерно столько сантиметров отступается одна. И я буду использовать очень рыхлый грунт, поэтому растение я не думаю, что я его буду заливать. Итак, первым делом буду отделять грунт старый, да, я хочу максимально легко очень вышло растение, потому что оно уже достаточно долго здесь сидит, видно, что корни очень крупные. И начнем говорить об уходе. Первым делом давайте поговорим о поливе. Полив для антуриума, как и для большинства ароидных, должен быть очень аккуратный. Ни в коем случае это растение нельзя заливать. Нужно давать регулярную просушку, то есть не полностью просушивать земляной ком, но растение должно просыхать между поливами. Нельзя его все время держать мокрым, как в болоте. Кстати, этот антуриум очень похож на антуриум, который называется антуриум кларинервиум. Ой, кларинервиум это этот. Антуриум хрустальный. И антуриум хрустальный, он достаточно капризен. Он очень капризен к влажности воздуха. У него много требований именно к поливу. Да, вода должна быть хорошо отстойная, желательно вообще должна быть какая-то фильтрованная и все прочее. Кларинервиум, он на него очень похож. Если их поставить рядом, только специалист, наверное, отличит. Кстати, знаете, некоторые корешки обломленные. Видно, что уже были обломаны достаточно давно. Корни у него очень похожи на корни орхидей. Да? Поэтому я говорю, с поливом реально очень много обломанных корней здесь. С поливом нужно быть крайне аккуратным. И ни в коем случае это растение не заливать. Если мы это растение будем заливать, то вот эти мясистые корни, большие, да, они просто начнут сгнивать. Нужно давать растению просыхать. Следующий момент – это освещение. К освещению антуриум кларинервиум не сильно требователен, кстати говоря. Это его большой плюс. Но опять-таки и поливу, да, он не сильно требователен, не часто поливать. Но говоря об освещении, нужно учитывать момент, что листья у этого растения достаточно темные, соответственно, много хлорофилла в них, соответственно, его не нужно ставить на сильно яркое освещение. И в целом листья нежные, они достаточно такие, знаете, бархатистые, такие очень не тонкие, они достаточно жесткие, но бархатистые и приятные на ощупь. Поэтому ни в коем случае его не ставьте на прямые солнечные лучи, иначе он просто будет гореть. То есть легкая даже полутень, яркий рассеянный свет, но без прямых солнечных лучей и немного полутени в какие-то моменты дня, да, этому растению будет максимально достаточно для хорошего роста. Немножко, конечно, света нужно хорошего для того, чтобы не расползался он, так сказать, да, во все стороны. Слишком большой был, чтобы он был более густой, компактный, сбитенький такой. Он должен расти все-таки при достаточном освещении. Но моменты какие-то недостатка света он тоже переживет. Да? Не нужно ему выделять самое солнечное место. Что касается влажность воздуха для этого антуриума не сильно важна, в отличие от антуриума хрустального и в отличие от многих других его сородичей, вот таких вот, да, декоративно-лиственных именно антуриумов, не цветущих. Влажность воздуха ему не принципиальна, конечно, не стоит его ставить возле батареи, там возле, я не знаю, какой-то печки, духовки, да, еще что-то. Но обычная влажность воздуха в квартире, которая у вас имеется, ему будет вполне достаточно. Каких-то специальных опрыскиваний не нужно, если будет растение стоять еще и в группе. Вы знаете, мне нужно будет, наверное, сейчас взять кисточку, секунду. У меня все под рукой. Кисточка, даже на ощупь, вы знаете, я нахожу уже все, что мне нужно. Буду кисточкой стряхивать. Поэтому влажность воздуха, как я уже сказал, не принципиальна. Если он будет стоять в группе среди ваших растений, если не единственный экземпляр, то вообще прекрасно, он будет хорошо, потому что когда растения стоят в группе, у них всегда создается своеобразный микроклимат. Это идеальное для них условие роста. Да, посажен он, кстати говоря, мы сейчас поговорим о грунте, посажен он в чистый кокос, да, и видно, что он заливался, потому что я вижу некоторые корни, они просто отходят, пустые, сгнившие, да, то есть его переливали. Но в целом корневая выглядит достаточно хорошо и здорово. Говоря о пересадках, пересадки производятся этому растению каждые 2-3 года. Чаще не стоит.
Опять-таки мы наблюдаем за ростом корневой, когда вот как в этом горшочке было, да, что корни уже начали, знаете, какие пышные корни. Да? Я думаю, видите, обламываются. Но я вам говорю, вот обламываются они не потому, что свежие обламываются, потому что они были уже поломаны когда-то. Не знаю, с чем это связано. Возможно, его кто-то брал, мял, тряс или еще что-то с ним делал. И так как корни сами по себе хрупкие, да, они вот пообломались некоторые. Я хочу максимально очистить этот грунт. Пересаживаем его раз, два, 3 года. Не принципиально, да, чтобы это был горшок намного больше. Немного большего размера горшок ему будет достаточно для дальнейшего развития. Также это растение цветет, как вы можете видеть. Вот здесь у него цветок. Не ценят его за красоту цветка, ценят, как многие другие антуриумы, да, а ценят его именно за красоту листвы. Я этот цветочек, вы знаете, после пересадки растения пройдет несколько дней, пара дней, когда он чуть-чуть от стресса отойдет, от этой пересадки, от такой активной моей. Я ему этот цветок срежу, потому что толку от него нет. Я его оставил, на самом деле, чтобы показать вам, как он цветет. Вот еще раз покажу. Видите, никак. Такая маленькая колотушка. Да? Как и многие ароидные, цветет он абсолютно некрасиво. Если там не брать спатифилиумы, да, например, или те же другие антуриумы декоративно цветущие, красиво цветущие, он цветет абсолютно невзрачно. У меня кулька с тамогланами и все прочее. Грунт, который я подобрал для него, говоря о пересадках, должен быть очень и очень хорошо дренируемый, хорошо воздухопроницаемый и достаточно рыхлый. Для этого я взял грунт для декоративно-лиственных растений, примерно около 50%, взял перлит, примерно 20%, наверное, даже грунт я взял процентов 40, перлит 20%, 20% кора сосновая, да, так как это ароидное растение, он любит слегка подкисленный субстрат, и чувствует себя в таком субстрате в грунте достаточно хорошо. Поэтому я добавил туда коры и также добавил немного керамзита. Керамзит, он чем будет хорош? Он будет просто помогать создавать воздушные карманы, да, грунт не будет так сильно залеживаться, складываться. Но опять-таки тот же перлит и кора также будут помогать в этом деле. Вот тут я вижу новая точка роста, будет расти новый листочек. Какие еще моменты нужно рассмотреть? Размножается он либо делением куста, вот, например, вот здесь мое растение, при желании его можно уже разделить на два, аккуратно разрезав, да, можно отделить одно растение от другого, также он будет давать в будущем детку. Растение это растет в высоту, то есть он растет как куст, но постепенно растет в высоту. Также мы можем себе срезать верхушку, например, да, если она уже оголился у него побег, этот, который основной его, так сказать, мы назовем его, давайте, ствол, да, грубо говоря, оголился, можно срезать верхушку и эту верхушку посадить, переукоренить. И с нижней части, которая осталась в грунте, тоже прекрасно пойдет новая поросль, так сказать, детки пойдут расти, и мы прекрасно можем также иметь более густой куст. Это опять-таки, когда растение становится более старшим. Также его можно размножать семенами, опылением, но это процесс достаточно сложный. Я им заниматься точно не буду, и далеко не каждый цветовод будет. Но если вам интересно, вы можете поискать информацию на эту тему. Что касается удобрений, удобряем мы антуриум с весны, опять-таки, по осень. Удобрения для декоративно-лиственных растений в небольшой концентрации, чуть меньше я всегда рекомендую брать, как и все цветоводы, кого я знаю, все всегда говорят, что нужно брать меньшей концентрации, чуть-чуть, да, потому что лучше, почему я так обычно говорю, потому что лучше не докормить, растение все равно получит питание, чем перекормить. Если мы перекормим, то могут быть проблемы, могут погореть корни, могут быть потом какие-то проблемы с листвой, ожоги и все прочее, да, растение хуже отзывается, так же, как и на полив, лучше слегка не долить, чем растение перелить. Поэтому вот так, я думаю, хорошо я очистил мои корни, очень помогает кисточка, знаете, чтобы не ломать ничего, очень аккуратно я очистил. Почему я так делал? Потому что я буду сажать из этого кокоса в мой очень рыхлый грунт. И я в последнее время, вы знаете, отвлекусь немного, ароидные не пересаживаю путем перевалки. Я стараюсь хорошо очищать, потому что я заметил, что когда они растут в кокосе, ты их пересаживаешь в хороший рыхлый грунт, кокос начинает просто комковаться, становиться как камень. Когда ты поливаешь, проливается быстро рыхлый грунт, а кокос остается сухим. И зачастую корни начинают просто в нем погибать, потому что они не пролиты. Поэтому я стараюсь сейчас реально очищать вот так. Практически все ароидные таким образом. Да, максимально как могу. Ну, тут вообще легко очистить было. Максимально как могу очищать. И после этого уже сажать в грунт, который я знаю, как растение будет в нем себя чувствовать, как оно будет реагировать на это. Конечно, некоторое количество кокоса этого остается, грубо говоря, флора, в которой росло растение, я не промываю корни прям полностью щеткой с какой-то. То есть, грубо говоря, вся эта среда, в которой он рос, какие-то
я не знаю, там бактерии и все прочее, да, вот эта биомасса, которая была в этом грунте, она перейдет и размножится в новом грунте, то есть растению не будет такой стресс. Смотрите, вот горшок, вот корень. Я думаю, будет ему, смотрите, он встанет и будет ему хорошо здесь. Корни доходят до самого низа. Когда я их распутал, они реально, просто говорю, часто мне говорят, что слишком большой горшок. Посмотрите, ну куда его меньше горшок? Я мог бы его посадить в такой стаканчик изначально, да, я думал, ну это будет просто реально как, знаете, пашную капусту набить в банку. Ох, как жарко. Так, какие еще моменты? Вредители, да, мы еще должны озвучить момент вредителей. Влажность воздуха я сказал, про грунт я рассказал. Вот грунт, видите, очень рыхленький. Давайте покажу вам в камеру. Прям очень приятный, рыхлый. Я говорю, много коры, много перлита, некоторое количество керамзита. Да? Так прям его кладем на дно. Тонкий слой. Так, я не хочу слишком прессовать корни. Очень тоненький слой этого грунта. И мой красавец антуриум будет в него постепенно входить. Вредителям он подвергается каким основам? Это паутинный клещ и трипс. Это основные его вредители. Конечно, могут быть и остальные, там мучнистый червец, все прочее. В этих случаях, если паутинный клещ, трипс, то вполне достаточно пройдите это все дело актарой или доступным у вас под рукой инсектицидом, акарицидом. Сильно стараться нужно не поливать, опрыскивать по листьям, да, так как листья бархатистые, хотя вы знаете, я мой изначально опрыскался. Смотрите, паук. Обычный паук, я не буду его убивать. Потом просто аккуратно стряхну из окна. Я пауков стараюсь вообще никогда не брать, у меня такая, знаете, какая-то привычка никогда их не трогать. Поэтому паучок посиди пока на листе, я его потом стряхну. Так, как я уже сказал, да, листья у него достаточно бархатистые в начале видео, я об этом сказал, поэтому сильно опрыскивать какими-то препаратами, когда вы травите еще что-то, которые оставляют пятна, да, есть препараты, которые оставляют, например, белесые пятна, еще что-то, желательно не использовать, потому что вы потом эти листья просто не дотретесь. Знаете, во-первых, они хрупкие, я даже не знаю, как их можно протирать там сильно с какой-то щеткой или еще с чем-то, да, с какой-то тряпкой, чтобы прям тереть. Поэтому лучше обрывать препаратами под корень, корневая ветка актара, да, например, пролить можно. И если вы будете обрабатывать по листу, то тоже очень-очень аккуратно и желательно препаратами, не оставляющими никакие следы на листве. Так, вот так я его посадил, вы знаете, мне кажется, он вошел прекрасно в этот грунт, в этот горшок. Даже один корешок чуть-чуть выпирает. Но я его не буду давить сильно, потому что вы видели, да, насколько они хрупкие у него корни. Я его сейчас сразу после посадки поливать не буду. Я оставлю его так на некоторое время, до завтрашнего утра, скорее всего. Сейчас уже вечер, смеркается, у нас вечереет. Я его оставлю так. Пусть, если там какие-то корешки повредились, я так и с орхидеями делаю, не поливаю. А завтра с утра аккуратно полью, и все, и будет ему счастье. Поливаем водой отстойной, как всегда, желательно фильтрованной, если есть возможность, пропущенной через обычный фильтр типа барьер, да, какой-то угольный фильтр. Это самая оптимальная вода для полива. Все, в принципе, рассказал полностью про уход, да, про освещение сказал, про полив сказал, про грунт сказал, про размножение сказал, про подкормки сказал, красоту показал, и все. Вот так у меня получился мой антуриум. Красавчик, да? Мне очень нравится, так что не бойтесь его. Вот реально антуриум, именно кларинервиум, не бойтесь его. Хрустальный, аккуратней с ним. А кларинервиум, сам Бог велел завести такую роскошь. Мне кажется, это потрясающее растение. У меня есть пара антуриумов цветущих на работе. Очень красиво цветут. Кстати, если вам интересно видео про цветущие антуриумы, тоже могу снять. Пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, заходите в мой инстаграм Nico and Jungle. И до новых встреч, друзья! Всегда рад с вами пообщаться. Разговариваю на нескольких языках постоянно, поэтому меня постоянно корявит мой рот. Приношу извинения. Все, обнимаю, к сердцу прижимаю. Пока-пока.